Всем привет! Очередной эфир. У нас сегодня 19-й выпуск чтения с комментариями. Мы читаем Ральфа Блюма, книгу рун. И сегодняшняя тема «Каково мое призвание?». Хочу поделиться такой новостью, что наконец-то сформировался тренд канала, да, это исследование. Потому что, видимо, многих подписчиков вводило в заблуждение, в каком направлении и для чего предназначен канал, то есть в каком направлении. Вы, наверное, заметили, уважаемые подписчики, те, кто будет смотреть, что я заменил и обложку, и дал информацию направления канала, сменил логотип. Это пазл, который не хватает в вашем знании. Вы можете, подписавшись на канал, получить эти знания. И 4 основных направления в магии. Пожалуйста, читайте, чтобы я сейчас не пересказывал, не занимал время. Читайте 4 основные направления исследования в магии. Одно из направлений — это руническая магия, и сегодня проводится эфир. Напомню, что эти эфиры будут проводиться каждый день в 18:00. То есть такой некий стрим книги, где мы будем читать, рассуждать. Я буду в основном рассуждать, но вы можете в любой момент подключиться к прямому эфиру, оставить свой комментарий или сейчас в прямом эфире, или оставить комментарий непосредственно под этим видео. Задать вопрос, его мы можем разобрать даже на каком-нибудь следующем выпуске, или разобрать сейчас, вот как, пожалуйста, как вам удобно. Поэтому исследуем книгу Ральфа Блюма и, естественно, исследуем ее с комментариями. Потому что было бы банально просто озвучить ее как аудиокнигу. Для этого, наверное, нужен, чтобы был эзотерик-артист или какой-то голос более приятный или созвучный, и озвучить книгу. Я книгу эту читал уже, я ее перечитываю вместе с вами в прямом эфире. Она мне нравится, она уникальна среди всего многообразия рунической магии и подачи информации о рунах, в силу того, что она не так, как все, не традиционно, будем так говорить. Потому что Ральф Блюм все-таки, его мировоззрение, судя по описанию, оно ближе к такому течению New Age, где вера в Бога, вера в божественность, вера в некую силу божества перекликается с неким Господь, господствование, там, божественность и так далее, молитвы и тому подобное. Но именно тем, что он, в отличие от тех рунологов, это одна из книг, я пока не встречал, может вы подскажете, кто еще особенно как-то рассказывает о рунах. Вот, может быть, однажды моя книга будет раскрывать тайны рун в другом аспекте, в биоэнергетике. Я сейчас над ней работаю. Вот. Да помогут нам боги, чтобы все свершилось, то, что мы задумали. А сама книга, она интересная. Я приглашаю вас начать или продолжить ее читать. Если же вы не присутствовали, вас заинтересовало это чтение, вы можете зайти в плейлист «Рунические исследования», чтение с комментариями. Там у нас, вот сами видите, что у нас сегодня уже 19-й выпуск, значит, есть что-то до 19-го выпуска. Предварительно эфиры запланированы 22 выпуска, чтобы мы закончили профиль судьбы. И, в принципе, после него, наверное, там 23 или 24, может 25, я постараюсь в ближайшее время спланировать, мы начнем проходить руны. Притом на каждый выпуск это будет руна прямая, руна перевернутая. Естественно, по
Вот по книге Ральфа Блюма, книга рун, так как он активировал, так как он изучал руны, мы пройдемся по такому же порядку. То есть мы не будем идти по футарку, перескакивая, мы пойдем последовательно читать книги. Очень интересные будут сами рассуждения. Они мне очень нравятся, они созвучны с моим видением и пониманием рун. Естественно, я буду комментировать свое видение, свое понимание рун так, как я это вижу. Поэтому будет интересно. Приходите обязательно на следующие выпуски. Мы читаем, повторюсь, эту книгу каждый день в 18:00, пока мы ее не закончим. А это примерно еще нам предстоит выпусков 50, это как минимум. Поэтому начинаем. Алиса, добрый вечер. Каково мое призвание? То есть само слово «каково мое призвание», то есть к чему призван, чем следует заниматься. Слово «призвание» в том смысле, в котором оно употреблено здесь, означает не то занятие, которым вы зарабатываете себе на жизнь. Извлечение руны для ответа на вопрос о призвании подскажет вам, каким именно образом вы призваны идти по жизни, каким принципам должны при этом следовать. Я остановлюсь на этом. В каком смысле вот призвание? Призваны не кем-то. Вот давайте я просто объясню свою позицию в этом направлении. Не кто-то вас призвал, не кто-то вас сюда затолкал, а именно недостающих пазлов, недостающих знаний, недостающего опыта нас и притянуло сюда. Поэтому призвали мы сами себя. Это первое. Второе. Каждый в жизни делает какие-то ошибки или какие-то завязки, энергетические завязки. То есть с кем-то возник конфликт, с кем-то возникло недопонимание, где-то мы поступили в жизни о поступках, которых нам стыдно, но так и не поняли, почему оно произошло. То есть неразрешенные вопросы в каждом из воплощений. И для того, чтобы разрешить вопросы и вот эти энергетические завязки, которые, собственно говоря, нас и призывают сюда вернуться и прожить, проработать эти вопросы. Это то, что называют там кармические завязки или карма и так далее. То есть на самом деле мы сами определяем список того, что нам нужно проработать. И выше здесь ни при чем. Потому что выше они уже находятся. Павел, здравствуйте. Рад, что вы становитесь постоянным на моих эфирах. Мне это очень приятно. Это очень радует. Получается, что выше уже достигли определенного состояния, определенного уровня знания. Да? Они прошли этот опыт. И получается, да, наверное, проще было бы посадить неучей за парту и этим высшим, которые якобы прошли эти вещи, рассказать, объяснить. Но это будет теория. Ведь на самом деле магия как наука – это в первую очередь практическая дисциплина. Это никак не связано теоретические расклады. Потому что какой бы мы ни взяли, например, ритуал. Хотя ритуал, я уже как-то говорил, что это театральная постановка для того, чтобы возбудить свой ментал, возбудить свое воображение для определенных действий. Да? Тут как раньше в детстве, особенно девочки, играли в дочки матери, а мальчики играли там в какие-то города или в машинки и тоже представляли себя водителями, управляли. То есть вот это представление, это по сути ритуальная постановка. Дочки матери это тоже ритуал, только в детстве и он был невинной игрой. Есть взрослые игры, которые возбуждают сознание, возбуждают воображение для того, чтобы запустить механизмы ментала. И вот запуская эти механизмы ментала, можно проработать. Но вопрос в том, что
Если мы это не прожили на опыте, если мы это не попробовали, не откусили, то сколько бы нам ни говорили, что мед сладок, или сахар сладок, или еще что-либо, мы пока это не попробуем, мы даже и представления не будем иметь. Вот именно поэтому мы возвращаемся сюда, в Мидгард, каждым разом приобретать тот недостающий опыт, который нам не хватает. Поэтому призвание здесь, наверное, нужно расшифровку дать, что это призвание, да, Ральф Блюм говорит, что это призвание не тем, чем вы зарабатываете на жизнь, да. И притом призвание это получается, что ты вынужден чем-то заниматься, что зарабатывать этим на жизнь. А подразумевается призвание, например, которым ты зарабатываешь на жизнь, это то, что тебе нравится, то, что тебе по душе, как говорится. А призвание духовное – это призвание то, что мы должны постичь, какой опыт приобрести, какое знание приобрести, чтобы пазлик стал целым, чтобы картина стала целой, чтобы картина стала как бы на место. Вот для чего мы исследуем эту жизнь, вот для чего мы узнаем, вот для чего мы читаем, вот для чего мы что-то пробуем, экспериментируем, исследуем. И это, можно сказать с уверенностью, есть истинная воля каждого человека. Потому что не нужно делать то, что делаю я, мне не нужно делать то, что делает другой. Каждый делает то, в чем ему недостает опыта и знаний. Это есть истинная воля. Так вот, расклад по профилю судьбы, каково мое призвание, облегчает, давая ответ каждому из нас, для того, чтобы нам легче было понимать, чего нам не хватает, что нам нужно узнать, в каком направлении нужно рыть. Это очень хорошо помогает облегчить нам нашу же жизнь. Почему? Потому что занимаясь тем, чем мы не понимаем, занимаясь тем, что для нас не интересно, якобы все занимаются, я занимаюсь, все йогой побежали, я занимаюсь, все занимаются рунической магией, дай-ка и я но не лежит душа. Кому-то это, кому-то то, кому-то не нужно идти за толпой, нужно найти свое. Вот это призвание, это и есть то, что следует найти после тех вопросов, которые мы задали, для чего я родился и какова моя натура, то третий вопрос, каково мое призвание? Чем мне нужно заниматься, чтобы приобрести опыт? Читаем дальше. Если вы будете вести себя в точном соответствии с призванием, то восполните недостаток или отсутствие того, о чем шла речь в ответе на вопрос «Зачем я родился?». Обучаясь правильному отношению к суровой нужде, потребности, притом нужде, переводим ее как нуждаться в том, чем тебе не хватает не в материальном плане, а в духовном плане. Потому что, как правило, когда человек совершенен в духовном плане, то и материальный план подтягивается. Потому что материя прогибается под дух. А многие передумали. Они материей пытаются прогнуть дух. Так не бывает, не получится. Обучаясь правильному отношению к суровой нужде, вы становитесь сильнее духом. Я как опережаю слова, да, наверное. Именно поэтому апостол Павел в главе 4 послания к римлянам говорит: мы радуемся бедствиям. Примечание редактора нашего Антона Платова. Сравнение с каноническим русским текстом: «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Римлянам 5:13. Это цитата из Библии, из Евангелия. Цитата по Деяния и послания святых апостолов с Апокалипсисом. Здесь какое издание? Во-первых, давайте не забывать, что сам перевод, он не всегда может быть точен. Плюс это трактовка, знаете, вот такая пасторская трактовка. Блюм
как, видимо, проповедник очень хороший, он дает определенные трактовки. Иногда игра слов, которая создает определенную ситуацию, она имеет определенный смысл. Почему радуемся бедствиям? Вот я бы на этом остановился. Но для того, чтобы понять, бедствия — это то, что создает действие определенное. Действие, которое мы не хотим. Почему бедствие происходит? Потому что это то, чего мы не хотим. Вот в чем вопрос. И это происходит независимо от нас, и мы не способны этим управлять. Поэтому те же самые стихийные бедствия или бедствия в жизни человека — это, как правило, ситуации, которые происходят независимо от нас, и мы не способны предотвратить их или избежать их. Но привели к этим бедствиям мы сами, или группа людей, или жизнедеятельность человека, или если у нас в жизни происходят какие-то действия беды, да, бедные действия, обедняющие действия. Мы возьмем старославянское понимание. Обедняющие бедствия, то есть забирающие бедствия, лишающие нас чего-либо. Вот в чем смысл беды. Это лишение. Было и тут нету. Неожиданно. Потому что пришли, отобрали, это тоже беда. Умер кто-то, это тоже беда. Так вот, вот эти все вещи, это происходит в первую очередь в силу того, что у нас были какие-то предпоступки, приведшие к этому. Я не буду разбирать, какие поступки, это вообще отдельная тема, как мы создаем в своей жизни бедствия. Может быть, если кого-то будет интересовать, сделаю отдельный видеоролик, разберем вот как бы отдельно это в магическом понимании. Ведь бедствия дают возможность мужественно встретить ограничения. Тем временем будет возрастать ваше самосознание и сила воли. Главная цель призвания — прийти к собственному «я». Так уж получается, что мы начинаем развиваться только тогда, когда происходят какие-то бедствия или ограничения. Так получается почему-то. Хотя мудрость человека заключается, знаете, в чем? Чтобы предусмотреть и понять определенные моменты. И можно сказать, ну как можно все предусмотреть? А в этом и есть мудрость. В этом есть и опыт каждого из воплощений. Вот еще один ответ, почему мы сюда воплощаемся. Вот интересно, что в примере, сейчас я просто подсмотрю, это в примере «Какова моя натура» была руна Эвос перевернутая, а в примере толкования руна Эвос прямая. Пример толкования. Эвос прямая. Видите, да? Вот такая вот она, как буква М, как метро. Руна движения, прогресса указывает на то, что ваше призвание требует движения как условие исправления и улучшения любой ситуации. Отметим, что та же самая руна выпала в перевернутом положении в ответ на вопрос «Какова моя натура?». Появление этой руны дважды в одном и том же профиле особо подчеркивает идею своевременного движения как решающего фактора осуществления правильного действия. То есть движение, я уже говорила об этом, повторю, что прямая руна Эвос, она обозначает подвижное внимание, то есть как бы поиск. Знаете как? Представьте человека, который оглядывается по сторонам, крутит головой. То есть он не смотрит просто прямо в землю, в небо или засмотрелся на что-то, а он крутит головой. Он смотрит, что по сторонам.
есть он обращает внимание. Это особенно сложно делать в движении. Например, вот кто ездит на автомобиле, на велосипеде или на каком-то транспортном средстве, которое постоянно двигается, то нужно быть особенно внимательным. Например, смотреть в зеркала, чтобы видеть, что сзади происходит, крутить головой, чтобы не наткнуться на препятствия, смотреть и вперед, и крутить головой направо, налево, чтобы нигде не задеть. И самое интересное, это уметь предусмотреть, что может быть. То есть если где-то загорелся красный свет, машины пока едут, но они же остановятся. Значит, самому нужно приготовиться к тому, что нужно будет тормозить. Да, например. Точно так же и двигаться вперед. Точно так же, когда поворачиваешь, особенно по определенным правилам, смотришь по сторонам. Вот руна Эвос, она в совокупности объясняет вот это движение, где нужно, чтобы внимание было максимально обострено, то есть чтобы быть максимально сконцентрированным в движении, максимально внимательным, крутить головой. И особенно это касается призвания, да, каково мое призвание. Здесь действительно нужно крутить головой. Потому что можно ждать, что кто-то придет и скажет: мы вас призываем там, в армию, например. Вот, если молодые люди. Но на самом деле не кто-то призывает, а мы должны увидеть свое призвание. Ваше призвание требует движения как условие исправления или улучшения любой ситуации. Отметим, что та же самая... это я перечитываю. Проявление этой руны дважды в одном и том же профиле особенно подчеркивает идею своевременного движения как решающего фактора осуществления правильного действия. Проще говоря, основное правило таково: не действуйте вынужденно, не жалейте о содеянном, учитесь ждать, учитесь спрашивать. Но здесь немножко есть определенное противоречие, как по мне. Руна движения и действуйте вынужденно, не действуйте вынужденно, а иногда ты вынужден быстро принимать решения в руне движения, в самом движении. Не жалейте о содеянном, это точно. То есть не оглядывайтесь назад, ту дорогу, которую вы уже проехали. Глядите вперед. У меня, знаете, приведу вам такой пример. Когда я учился вождению, у меня был потрясающий инструктор. Я ему благодарен. Я, к сожалению, забыл, как его зовут. Но вдруг, если он меня увидит, привет вам. Потому что вы мне дали, не просто научили меня водить машину, но вы мне дали очень интересный жизненный принцип. Мы ехали по трассе, естественно, как первый же новичок. Павел, я не понял, ну пусть будет. Как новичок я нервничал, переживал. И я совершил неправильно какое-то движение, ну, почти какую-то аварийную ситуацию создал. Вот. Мы быстро выровнялись, я начал нервничать, переживать, возмущаться себе, тому человеку. Ну, как-то вот такой пошла волна эмоций. Он остановил машину, говорит: прижмись. И мне нравилось тем, что он всегда это очень-очень спокойно говорил. Он так это спокойно говорил, что его даже голос монотонный некоторых раздражал, а меня наоборот успокаивал. Он так: все хорошо, все спокойно. Мы вышли, стоим, он говорит: Василий, вы поймите одну простую вещь. Вы движетесь дальше. Если вы на этих эмоциях, которые уже произошли, это событие уже произошло, ничего не случилось, будете ехать дальше, вы попадете в аналогичную ситуацию, если не хуже. Случилось, вышли из этой ситуации, едем дальше. Забыли о ней. Это так меня тогда потрясло, вот это вот его спокойное объяснение, что забудь о том, что было дальше, чтобы это не захватывало твое внимание в будущем. Это великолепно. Это как раз, видимо, относится вот к тексту, да? Не жалейте о содеянном, учитесь ждать, но учитесь ждать учитесь ждать, учитесь спрашивать, учитесь шествовать по миру
в одиночестве. Учитесь ждать. Это если в дороге выжидать подходящего момента, то да, здесь я согласен. Учитесь спрашивать, чтобы не заблудиться. Это тоже верный путь. Но в то же самое время учитесь шествовать по миру в одиночестве. Здесь верно. Почему? На мой взгляд. Потому что когда ты идешь один, тебе не на кого рассчитывать, ты быстрее учишься. Это мое видение. Тогда ваше призвание придет в согласие с вашей натурой. И всякое движение будет совершаться по воле небес. Всякое движение будет совершаться по вашей воле. Я подправляю. Не по воле небес, там, облаков там, или кто там на небесах, которого никто не видел, а по воле вас. Не нужно заглядывать на небеса и пенять на небеса. Надо идти своим путем, свою волю выполнять. Мой друг, преподобный Гарри Хейнс, преподобный — это пастырь, как правило, использует один прием, вполне как представляется применимый и к трудам, которых требует от нас призвание. Всякий раз, когда кто-нибудь просит его заняться проблемой, которой недостает ясности, доктор Хейнс, прежде чем начать действовать, поступает следующим образом. Во-первых, я прикидываю, насколько это нужно мне самому. Это верно. Во-вторых, я пытаюсь представить, насколько это нужно остальным. Затем я советуюсь с каким-нибудь более мудрым христианином. И, наконец, я смиренно ожидаю прихода понимания. Только тогда я начинаю действовать. Я бы перефразировал так, что прежде всего это правильно, прикидываю, насколько это нужно мне самому, не противоречит ли это моему пути. Потом представить, насколько это нужно остальным. И я бы здесь, знаете как, добавил бы, посмотреть на человека и задать ему вопрос: а ты все варианты пробовал? Ты все сделал для того, чтобы это сделать? Или же ты решил сразу использовать легкий путь, просить совета? Использовал ли ты сам те возможности? Потому что зачастую мы бежим быстренько спросить кого-то, не использовав все возможности самостоятельно. И зачастую, очень зачастую, спрашивая совета у кого-то, мы получаем именно тот совет, на который, в общем-то, нужно было обратить самому, потому что мысль такая была. Но мы предпочли услышать поддакивание своей мысли из-за своей неуверенности, прежде чем изучить и попробовать. Вот в чем вопрос. Поэтому понимание приходит зачастую тогда, когда мы изучаем, когда мы ищем. Понимания не будет, если кто-то попытается сунуть пазлик в нашу картину мира. Потому что этот пазлик он из его картины мира, понимаете? Представьте, вот вы собирает один человек пазл, собирает второй человек пазлы. Он говорит: не стыкуется, можешь мне помочь? Он берет свой пазл своей картины и вам пытается применить. Соберется ли картина ваша? Конечно, нет. Нужно копаться самому. Нужно достигать самостоятельно. И вытаскивая руну призвания, пусть вам боги, высшие силы или на кого вы уповаете, помогут. На сегодня все, дорогие мои. Встретимся завтра в 00, и мы будем разбирать с вами на 20-м выпуске, уже 20-м выпуске, какова моя судьба. Не устану приглашать вас подписаться на канал, поставить все уведомления, чтобы не пропустить следующий выпуск. И то, что я готовлю, а я готовлю много чего интересного. В силу того, что стало понятно мне уже самому, тренд канала — это исследование. Я буду делиться своими исследованиями, поэтому не пропустите новые выпуски. Подписывайтесь, приходите. Будут вопросы, читайте, на канале есть все данные для того, чтобы меня найти. И я открыт к общению.
Я готов поделиться своими исследованиями. До скорой встречи. До новых встреч. В описании, как зайти на обучение. Вот. А по остальным вопросам обучения пишите письма. Я на все письма и комментарии отвечаю. Всех благ вам. Всего доброго. До свидания.